Привет, YouTube! Рад видеть вас на очередном занятии, посвященном тестированию веб-приложений. Данное занятие очень важно для нас, поэтому обязательно подключаемся, так как сегодня мы узнаем, как действительно можно тестировать различные веб-формы, и в принципе этим занимаются начинающие функциональные тестировщики по большей части. Обязательно оставайтесь до конца этого видео, потому что там вас ждет интересная информация, которая поможет вам больше прокачаться в этом вопросе. Прежде чем мы поговорим о самих формах, которых есть огромное количество, сейчас вы уже видите на экране, что здесь не 10 штук, а порядка 20, если не больше. И у каждой этой формы есть свои особенности в тестировании, где-то они перекликаются. Но чтобы понимать, например, как тестировать текстовые поля, либо же какие-то текстовые области, необходимо для начала разобраться в вопросе валидации на страницах. Существует два типа валидации на веб-формах, на веб-страницах. Это валидация на стороне клиента и валидация на стороне сервера. Что же это значит? Когда мы говорим про клиентскую валидацию, то эта валидация происходит до момента отправки запроса на сервер. То есть, к примеру, у нас есть текстовое поле, в которое мы можем вводить имя и фамилию. У этого поля есть ограничение на количество введенных символов, например, 15 символов мы можем ввести в это поле. Если мы вводим, например, 16 символов, то система ругается, выдает валидационное сообщение, какое-то всплывающее окно нам показывает о том, что количество символов в это поле максимально можно ввести 15. Это валидация на стороне клиента. То есть еще до того момента, как наш запрос попадает на сервер, клиент уже это обрабатывает и говорит нам о том, что у нас есть какая-то ошибка. Это прописывается в самом коде при разработке фронтенда. И такая валидация считается не самой лучшей, поэтому всегда есть серверная валидация. Потому что на стороне клиента мы можем изменять нашу верстку, как мы с вами уже видели на примере HTML. Мы можем вводить какие-то данные, менять те же самые валидационные сообщения, которые отображаются на фронтенде, и регулировать количество символов. Поэтому на сервере всегда есть своя валидация, которая также проверяет, что, например, в поле имя у нас введено не больше 15 символов, и действительно такая информация может быть обработана сервером. Если же в это поле у нас введено 16 символов, этот запрос попадает на сервер, и сервер возвращает уже свою какую-то ошибку, например, статус-код о том, что у нас введено большее количество символов, и данный запрос не может быть обработан сервером. Поэтому всегда должна быть и валидация на стороне клиента, и валидация на стороне сервера. И всегда мы должны проверять тот факт, что и клиент обрабатывает эту валидацию, если у нас это прописано в требованиях, и также сервер. То есть не может быть такого, что на клиенте, к примеру, у нас показывается валидационное сообщение об ошибке, что у нас здесь большее количество символов, чем запланировано, то есть вместо 15 – 16, но сервер эту информацию благополучно кушает, обрабатывает и не понимает, что это ошибка. То есть это уже будет критичный баг, потому что такие ошибки на сервере могут быть, к примеру, связаны с безопасностью. Сейчас у нас как бы поле не особо секьюрное, то есть это имя, фамилия, но здесь может быть, например, пароль, либо же информация о вашей карте. И если, к примеру, такая информация попадает на сервер, неверная информация, и он ее обрабатывает правильно, как будто бы эта информация действительно соответствует всем нашим требованиям и валидациям, то могут возникать различные риски. Теперь же давайте перейдем непосредственно к самим формам, которые у нас могут быть применены на сайте при разработке дизайна, при написании нашего кода. И как мы можем эти формы проверять, какие мы должны проводить обязательные проверки. Первое поле, о котором я уже немножко поговорил, это просто наше текстовое поле, куда мы вводим некий текст. Что здесь мы должны проверять? Как вы видите, эти два поля у нас обязательные, поэтому логично предположить, что
Одна из проверок будет связана с тем, что мы оставляем какой-то из полей пустым, либо же два поля мы оставляем пустым и, например, пытаемся зарегистрироваться в систему. Система должна нам показать какую-то информацию об ошибке, что эти поля обязательны и должны быть заполнены. То есть проверяем каждый из этих полей и два поля вместе. Также у нас, скорее всего, здесь будет ограничение на количество символов, как я уже говорил ранее, в примерах клиентской и серверной валидации. И здесь мы должны ввести, значит, количество символов, которое будет превышать этот допустимый лимит, либо же быть равно этому лимиту, и обязательно значение, которое будет на 1 меньше, чем допустимый лимит. Если вы забыли, почему именно эти значения мы должны проверять, то обязательно переходите к моему уроку, посвященному техникам тест-дизайна, в которых я рассказывал, какие техники тест-дизайна мы можем применять. И вот одна из них, а именно тестирование ограниченных значений, здесь мы и применяем. То же касается и количества минимальных символов, которые мы можем ввести в это поле. Опять же, проверяем значение от минимального -1, значение на самой границе и значение минимальное +1. Если, например, здесь прописано, что можно вводить только латинские символы, то мы должны проверить и другие символы, например, кириллицу. Как будет система реагировать на данный ввод? Будет ли она показывать какие-то валидационные сообщения о том, что данное поле можно ввести только латинские символы? То же касается различных цифр, каких-то спецсимволов. Также мы можем ввести просто пробелы, так как сами пробелы считаются как один отдельный символ. То есть, когда мы говорим о том, что мы в это поле можем ввести только 15 символов, то не забываем про сами пробелы. Они будут считаться как полноценные символы. Также нужно проверить при вводе одного пробела в начале, одного пробела в конце, как отреагирует система. Попробовать ввести пробелы в середине нашего ввода. Также, говоря о безопасности, мы обязательно должны проверить ввод различных тегов. Как я уже рассказывал в нашем прошлом занятии, теги очень легко отличить от обычного текста. То есть это обязательно будут скобки в виде знака больше и меньше, то есть открывающий и закрывающий тег. Почему важно проверять теги? Теги используются не только в верстке, но и в различных скриптовых языках, например, в JS. И злоумышленник может воспользоваться этим и ввести сюда какой-либо зловредный скрипт, который, к примеру, будет получать вашу информацию при вводе ее непосредственно в это поле. Поэтому мы обязательно проверяем этот факт. Также проверяем теги, например, bold. Как мы с вами помним, это жирный шрифт. И, опять же, не срабатывает ли наша система, то есть не искушает ли она этот тег, и, к примеру, не сможет ли она отобразить введенные нами значения жирным шрифтом. Опять же, это будет показывать на то, что система понимает эти теги и не воспринимает их как просто текст. То есть это, опять же, потенциальные наши проблемы, связанные с безопасностью, секьюрностью. И также в этих полях необходимо проверять обязательно ввод наших данных из буфера обмена. То есть просто Ctrl-C, Ctrl-V. Может ли наша система это обработать и сможем ли вставить сюда этот текст? То есть это тоже обязательно нужно смотреть. В принципе, те же самые правила применены и к каким-то текстовым областям. То есть текстовое поле у нас, например, ограничено на количество символов 15. Текстовая область — это уже некая большая область, куда мы можем ввести большой текст. Обычно эти области также могут быть растягиваться, то есть в таком случае здесь будет такой треугольник в углу. Мы тоже можем проверить, можно ли растянуть эту область, насколько она растягивается, как текст у нас адаптируется под размеры этого поля. То есть все это тоже можем здесь проверить. То есть проверки здесь одинаковые. Следующий момент — это наши префиксы при ссылках. Обычно это название протоколов HTTP, FTP, HTTPS. Что мы здесь проверяем? Мы проверяем тот факт, когда мы оставляем пустым это поле, то есть не вводим какой-то префикс, либо же вводим его, и различные виды протоколов. То
То есть, например, мы знаем, что наш сайт работает на HTTPS, поэтому мы вводим сюда HTTPS. Если мы сюда, к примеру, введем FTP и ссылку на наш сайт и введем в этот сайт, то, по идее, система должна показать нам какое-то валидационное сообщение и не найти этот сайт, потому что здесь уже применен другой протокол. То есть все это тоже можно здесь посмотреть. Непосредственно саму линку можем проверить, то есть здесь уже тоже мы вводим с нашим www, без него, вводим максимальное количество символов, которые можно ввести в это поле, если оно ограничено. Опять же, вспоминаем наши проверки на границах. -1, +1 и на самой границе. Вводим какие-то русские символы, к примеру. Если у нас система их может скушать и обработать, то ок. Если нет, опять же, должна появиться какая-то ошибка. Либо же подгружаемый нами ресурс должен показать какое-то сообщение, либо же статус-код о том, что данная страница не найдена. Пожалуйста, проверьте, что вы ввели в это поле. То есть все будет зависеть от того, насколько у вас прописана клиентская валидация на стороне клиента, предусмотрены ли какие-то валидационные сообщения. Обычно все это прописано в требованиях. То есть вы открываете требования и, судя по ним, решаете, что у вас должно появляться, является ли это багом, если, к примеру, у вас нет никакого валидационного сообщения. И опять же, не забываем о том, что вы всегда можете вносить какие-то улучшения. Например, если у вас не предусмотрен тот факт, когда вы вводите русские символы, система, например, не ругается, не выдает валидационное сообщение, но хорошей практикой, best practice является то, чтобы это валидационное сообщение появлялось и предупреждало о том, что вы вводите русские символы в это поле, то вы можете придумать такой improvement, занести его в систему, и, возможно, в будущем его рассмотрят, и те же бизнес-аналитики напишут требования о том, что да, действительно, это валидационное сообщение должно появляться. То есть мы, как Quality Assurance инженеры, даже если вы и не являетесь таковым, а просто тестировщик, всегда помним о том, что мы работаем над улучшением нашего качества. И это не только то, что мы находим какие-то баги, но и в целом улучшаем качество нашего готового продукта, приносим какие-то идеи, которые могут повлиять как на улучшение юзабилити самого продукта, чтобы наш пользователь больше обучался, лучше обучался, понимал, как работать с этой системой. Мы можем смотреть какие-то другие ресурсы, на которых реализованы те же самые механизмы, те же самые фичи, как это там сделано, как мы можем улучшить именно наш продукт, так как это в дальнейшем может принести как удобство использования для нашего пользователя, так и принести нам деньги, потому что мы будем значительно лучше выделяться среди других же таких подобных продуктов. То есть обязательно обращаем на это внимание. Также, думаю, всем вам знакомы такое явление, как чекбоксы, такие элементы на страницах. То есть они могут выглядеть вот так. То есть у нас просто такие квадратики, в которые мы чекаем, ставим галочки и выбираем необходимые нам опции. Также эти чекбокс-листы могут выглядеть вот в таком виде. То есть это какие-то уже списки, которые можно разворачивать, и уже внутри них тоже выбирать необходимые нам опции, либо же, если у нас есть, опять же, такие списки, то обычно есть некий главный элемент, который включает в себя подэлементы, и мы можем поставить чекбокс на этом главном элементе. Как мы проверяем данный вид веб-элементов? Обязательно смотрим, как себя ведет система, когда мы ничего не выбираем. И опять же, если у нас, к примеру, как здесь, эффекты, возможно, являются обязательными для выбора, после, например, сабмита нашей формы, мы должны посмотреть, ругается ли система о том, что у вас ничего не выбрано в данной области. Смотрим, как ведет себя система, когда мы выбираем один чекбоксик, когда выбираем несколько чекбоксиков, когда мы выбираем все. Опять же, хорошей практикой является то, что у нас, к примеру, когда очень большое количество различных опций, должно быть такой чекбокс, как check all, чтобы мы выбрали сразу все, а не последовательно чекали каждый из этих доступных вариантов. То есть, опять же, если этого нет, вы можете занести это в систему как improvement, чтобы в дальнейшем это рассмотрели и внесли в ваш проект. Да, стоит отметить тот факт, что хорошей практикой также является то, что не только та область, которая находится внутри
этого квадратика является кликабельной, но и область возле него. То есть, когда мы нажимаем где-то рядом, также должен поставиться чекбокс. То есть, это мы тоже проверяем. Следующий элемент — это радиобаттон, либо в среде IT его еще могут назвать радиобатон на нашем, скажем так, сленге. Поэтому не пугайтесь, если услышите такое название. Особенностью данного элемента является тот факт, что мы можем выбрать только один параметр. Нельзя, как в чекбоксах, выбрать несколько. Обычно по умолчанию уже выбран какой-то элемент, который можно потом в дальнейшем изменить. И также стоит обращать внимание, что в радиобаттонах не может быть такого варианта, что не выбран ни один элемент. То есть всегда должен быть выбран один элемент. Проверяем тот факт, что мы не можем выбрать несколько элементов в радиобаттонах. Проверяем тот факт, что когда мы нажимаем рядом с этим элементом, также у нас происходит чек той опции, которую мы выбираем. Следующий элемент — это Multiple Selector. То есть, как понятно из названия, мы можем выбрать несколько параметров из большого их количества. Здесь мы проверяем тот факт, что мы можем выбрать сам этот параметр один, можем выбрать несколько параметров, ничего не выбираем, как ведет себя система. Например, если у вас есть возможность drag-and-drop, то есть это когда мы берем какой-то элемент и перетягиваем его к примеру, в список выбранных элементов, то есть что это должно работать. Ну, это касается и других элементов на странице. То есть это тоже мы можем проверить. Также обычно в multiple селекторах у нас есть возможность как добавить элемент с помощью плюса, так и удалить его. То есть проверяем, можем ли мы это сделать. Добавляем элемент нажатием на плюс и удаляем его нажатием на минус. Если у нас есть какие-то сортировки, также проверяем тот факт, что у нас все сортируется правильно. Это касается и других элементов на страницах, то есть тоже обращаем внимание на тот факт, что если у нас есть сортировки, есть какая-то фильтрация, то есть все это мы должны обязательно проверять. Если есть возможность удалить все элементы, удаляем их. Если есть возможность добавить все элементы, то добавляем их. Опять же, если у вас есть возможность осуществить какой-то поиск, то вводим в поисковую строку и смотрим, действительно ли у нас отрабатывает этот поиск. Все это можно здесь делать. Опять же, все также зависит еще от того, что у вас прописано в требованиях. Сейчас я говорю вам про какой-то известный мне вариант. Опять же, в вашей системе это может быть реализовано совсем по-другому. Поэтому обращаем внимание в первую очередь на реки, которые у вас есть на проекте. Следующий элемент, о котором я хотел бы поговорить, это элемент, который позволяет нам загружать какие-либо файлы. Выглядит он обычно так, я думаю, тоже вам всем знаком. Что здесь мы можем проверить? Во-первых, не выбрать никакой файл для загрузки, посмотреть, как будет себя вести система. Опять же, если это некий обязательный атрибут, и при сабмите, к примеру, этой формы у нас не показывается валидационное какое-то сообщение, то, опять же, это может быть багом. Также проверяем саму загрузку этого файла. То есть здесь у нас написано, что максимальный размер загруженного файла 10 мегабайт. То есть здесь уже сразу дается нам подсказка о том, что этот файл не может быть больше 10 мегабайт. Проверяем, опять же, на самой границе 10 мегабайт. Проверяем, так как у нас есть два знака после запятой, 10,01 и 9,99 мегабайт. То есть все это проверяем. Есть специальные ресурсы, которые могут генерить необходимые нам файлы. Если у нас есть требования к формату, то есть мы можем, например, загружать файлы доковские, XLS и картинки, то проверяем все невалидные форматы файлов, которые могут прийти нам в голову, проверяем валидные обязательно форматы файлов, как мы с вами помним. Первые проверки, которые мы всегда делаем, они позитивные. Позитивные проверки — это те, которые соответствуют нашим изначальным требованиям. Опять же, если вы подзабыли, что такое позитивные тесты, негативные тесты, у меня есть отдельное видео, посвященное этому моменту, связанное с классификацией тестирования. Сейчас ссылка появится вверху. Переходим, вспоминаем, обязательно оставляем свои комментарии, если что-то вам непонятно. Если есть возможность ввести, к примеру,
информацию о пути к данному файлу, то есть мы тоже сюда вводим, смотрим, действительно ли это обрабатывает. Опять же, если есть ограничения на количество введенных символов, опять же, проверяем их по тем же самым техникам, как и текстовые поля, текстовые области, то есть вспоминаем техники тест-дизайна и работаем с этими полями одинаково. То есть у вас должен отложиться в голове вот этот паттерн, какие обязательные проверки вы проводите для полей ввода. Когда вы это запомните, то в дальнейшем вы просто на автомате будете помнить, что вам необходимо сделать. К примеру, если будете сами создавать какие-то чек-листы для полей ввода, вы напишите для себя отдельный чек-лист, где пропишите все эти основные проверки, и в случае проверки данных полей будете к нему обращаться и проверять, что все действительно соответствует данному чек-листу. Также забыл отметить, что если мы загружаем какие-то файлы, обязательно смотрим файлы, которые не весят вообще ничего, то есть 0 мегабайт, как себя система поведет. Опять же, по-хорошему этот файл должен подгрузиться, если нет никаких требований, связанных с тем, что мы не можем загружать файлы, равные 0,00 мегабайта. Как мы видим, у нас здесь не прописано это, значит, такие файлы должны загружаться. И проверяем обязательно появление валидационных сообщений в случае того, если мы не соответствуем каким-либо требованиям. Следующее поле, о котором я хотел бы с вами поговорить, это поле ввода наших номеров телефонов. Как видите, здесь могут быть какие-то ваши обычные номера телефонов, мобильные, факсы, рабочие, все что угодно, все, что придет в голову вашему бизнес-аналитику и будет соответствовать требованиям вашего заказчика. Проверки будут такие. То есть, опять же, мы проверяем тот факт, когда мы вводим какой-то номер телефона, когда мы оставляем это поле пустым, является ли это поле обязательным. Если оно обязательное, то при оставлении этого поля пустым и сабмите, к примеру, этой формы должно появляться валидационное сообщение. То есть все эти проверки одинаковые для всех полей ввода. То есть не забываем про них. Обычно в полях также можно ввести плюс, минус знаки, то есть тоже смотрим, как наша система их обрабатывает. Смотрим на то, как обрабатывает система ввод текстовых символов, букв, кириллицы, латиницы, то есть все это можно здесь посмотреть. Хорошей практикой является то, что у вас здесь должны быть какие-то placeholder, к примеру, либо информация о том, как должен выглядеть номер телефона, как он должен вводиться. Да, возможно, вам не знакомо слово placeholder. На примере вот этого поля, видите, здесь серым таким шрифтом подчеркнуто то, что у вас для примера должно сюда вводиться. То есть это называется placeholder, то есть какие-то некоторые образцы тех данных, которые должны вводиться в поле. Если мы нажмем на это поле, если бы оно у нас было в реальных условиях, то такой placeholder потом пропадает, и вводите сюда уже свое значение. То есть он никак не влияет на введенные вами данные. Это просто для того, чтобы вам было проще понять, что нужно вводить в то или иное поле. Опять же, в полях ввода мы проверяем теги, проверяем специальные символы, проверяем ввод данных из буфера обмена, Ctrl-C, Ctrl-V. Не забываем про все вот это. Также в таких вот полях, номерах телефонов, иногда могут быть какие-то маски. Что это такое? К примеру, у вас есть маска, что здесь первые символы будут 555, как код, и дальше вводите номер телефона. То есть обязательно проверяем тот факт, что, к примеру, вы можете видоизменить эту маску, то есть вместо 555 написать, к примеру, 375, то есть в зависимости от кода страны, в которой вы находитесь. То есть тоже это обязательно смотрим. Либо же у вас здесь зашифрован такой шаблон, что когда вы вводите, к примеру, 8 символов, то первые 3 символа, потом остальные 2 и еще 2 символа или 3, они отделяются знаками минус, знаками тире. То есть тоже это может быть зашифровано в маске. Проверяем тот факт, что да, это действительно так происходит, и автоматически ваши введенные символы разграничиваются такими вот элементами. Следующее поле — это e-mail. Опять же, помимо основных проверок, которые я вам рассказал раньше, здесь обязательно мы должны проверить ввод кириллических символов, так как e-mail у нас не могут их содержать, то есть как система себя поведет, будет ли она ругаться.
Обязательно проверяем тот факт, что мы вводим собачку, то есть как себя ведет система, если мы эту собаку пропускаем, либо вводим, к примеру, 2 собаки, то есть, опять же, это нарушение вот этого паттерна для e-mail. Опять же, должна появляться ошибка о том, что введенное вами значение не соответствует e-mail. Опять же, если хорошо порыться в интернете, можно найти информацию о том, какие вообще могут сюда вводиться валидные e-mail, как система их обрабатывает. То есть можно создать для себя такие тестовые данные с различными видами e-mail, потому что здесь могут быть и цифры, могут быть и спецсимволы, могут быть пробелы. То есть все, что угодно может обрабатываться системой как валидные e-mail. Возможно, при написании требований также был применен какой-то шаблон, какие e-mail являются валидными. Либо же, если такого шаблона нет, то вы можете самостоятельно найти эту информацию и предложить ввести ее в требования для вашего бизнес-аналитика, чтобы в дальнейшем срабатывала валидация о том, что, к примеру, данный e-mail является валидным. То есть обязательно нужно учесть все эти риски, если, к примеру, ваш бизнес-аналитик их не учел до вас. Одно из важных полей – это поле для ввода пароля и подтверждения данного пароля. Что мы здесь проверяем? Опять же, помимо наших стандартных проверок, связанных с минимальным и максимальным количеством символов, с составлением пустым данного поля, также мы здесь проверяем, если у нас есть какие-то валидации, связанные с тем, какая сложность должна быть у пароля. Что значит сложность пароля? То есть у вас, к примеру, есть требование, что в пароле обязательно должны быть латинские символы, обязательно должна быть одна буква прописная, обязательно должна быть цифра, обязательно должен быть один спецсимвол. То есть все это мы здесь должны учесть и проверить. То есть вводим пароли, которые будут содержать все эти необходимые элементы, пароли, которые не будут содержать эти все необходимые элементы, каждый элемент по отдельности. То есть все это мы прописываем, когда мы создаем нашу тестовую документацию, будь то чек-лист, будь то тест-кейс. Теги, опять же, спецсимволы, все вот это мы здесь проверяем. Ничего не изменяется для каждого из полей для ввода. Следующее поле – это капча. Я думаю, вам всем известно, для чего она существует. Для того, чтобы верифицировать, валидировать, что вы не робот. К примеру, после ввода вашей информации, к примеру, пароля e-mail для входа в систему, может появиться и такая капча. Что здесь стоит проверять? То есть, если у нас, к примеру, появляется картинка с цифрами, либо же буквами, которые мы должны ввести в эту капчу, то есть мы проверяем, действительно ли срабатывает при полном соответствии картинки, которые появляются, и информации в этом поле, и мы можем войти в систему. Обязательно проверяем тот факт, что при перезагрузке нашей картинки она действительно изменяется, и проверяем, сможем ли мы зайти в систему таким образом. Если же здесь есть воспроизведение каких-то звуков, воспроизводим их, слушаем, что все хорошо, опять же вводим этот код сюда. То есть все это мы проверяем в зависимости, опять же, от тех требований, которые нас интересуют. Опять же, можем сюда ничего не вводить, смотрим, как ведет себя система. Также есть такой элемент, как dropdown, это выпадающий список. И сразу хотелось бы отметить, почему я говорю вам все названия на английском языке. Вы будете писать свои баг-репорты тоже на английском языке, и обязательно в них вы должны указывать, где вы находите тот или иной баг, в каком элементе. Поэтому запоминаем все эти элементы на английском языке, чтобы у вас не возникало потом вопросов при составлении ваших баг-репортов. Чтобы вы не писали, что я нажал на какую-то кнопочку и все сломалось, а, к примеру, вы знали, что это капча, и в ней есть проблемы. Потому что не может быть ничего хуже, когда тестировщик не знает название веб-элементов. Это всегда его очень сильно дискредитирует, как в глазах его коллег-тестировщиков, QA-инженеров, так и разработчиков. То есть разработчик просто не будет понимать, что вообще от него хотят, где обнаружена та или иная проблема. Поэтому запоминаем все это на английском языке. Что касается дропдауна, то есть у нас здесь есть как обычные дропдауны, так и дропдауны комбинированные. Здесь мы проверяем, как себя ведет система, когда мы выбираем один, к примеру,
элемент. Обязательно в некоторых дропдаунах есть поиск по элементам, то есть здесь мы можем ввести, например, первую букву, и у нас автоматически выберется элемент, у которого первая буква соответствует нашему поиску. То есть это мы здесь можем проверить. Опять же, если есть такой поиск, проверяем максимальное и минимальное количество символов, которые мы можем сюда ввести, цифры, буквы, кириллица. Опять же, все, что есть у вас в ваших требованиях, это все мы проверяем. Какие-то сортировки, если у нас здесь есть. То есть ничего не меняется. Также у нас есть просто какие-то списки, листбоксы. То есть, опять же, здесь мы проверяем, можем ли мы их выбрать, добавить. Что будет, когда мы выбираем опцию None. То, что мы можем выбрать несколько элементов, используя Ctrl-key, то есть нажимая на Ctrl кнопку на клавиатуре. Shift мы можем также выбрать несколько элементов. Опять же, если есть какие-то сортировки, все это мы можем смотреть. Происходит ли у нас скролл, то есть можем ли мы с помощью вот этого скролла прокрутить вниз, прокрутить вверх. Все это можно здесь посмотреть. И последний элемент, которому я хочу уделить такое более подробное внимание, это выбор наших дат, либо же выбор времени. Что мы можем здесь проверить? То есть мы проверяем, к примеру, какую-то определенную дату, смотрим, как себя ведет система, если мы вводим в текстовое поле эту дату, то есть она должна обязательно подтянуться из календаря. Выбираем, когда у нас, к примеру, дата раньше нашей текущей, год можем изменить, либо же дата позже. Опять же, обязательно в требованиях должно быть прописано, какую максимальную дату от текущей мы можем выбрать. К примеру, если мы говорим о каких-то медицинских системах, и у вас есть система, связанная с тем, что вы планируете какие-то процедуры в будущем, то есть на какое количество в будущем дней максимально вы можете назначить эту процедуру. Либо же, к примеру, если вы уже оказали эту процедуру, то у вас должна быть, к примеру, заблокирована возможность изменять дату в ней. Либо же, к примеру, если мы говорим о выборе даты вашего рождения, то здесь мы можем проверять тот факт, если на сайт могут заходить лица старше 18 лет, что мы не можем выбрать дату рождения, которая не будет соответствовать тому факту, что вам, к примеру, не исполнилось 18 лет. То есть все это мы можем здесь проверить. Обязательно проверяем максимальный ранний срок, который мы можем выбрать, и максимальный поздний срок, который мы можем выбрать в этом календаре. Опять же, причины вам я объяснил раньше. Когда мы говорим о таймпикерах, то есть выборе нашего времени, мы здесь проверяем, что мы, к примеру, не можем ввести больше 24 часов, не можем ввести, к примеру, отрицательные числа. Также мы проверяем тот факт, что мы не можем сюда ввести, к примеру, буквы, спецсимволы, пробелы. То есть все это тоже можно здесь просмотреть. То есть включаем здесь свою голову и понимаем, какие данные мы можем сюда вводить, а какие нет. И опять же, если у вас это прописано в требованиях, какие-то дополнительные вещи, то тоже обращаем на них внимание. И опять же, если же в требованиях каких-то важных вещей с вашей точки зрения нет, вы можете проконсультироваться как с бизнес-аналитиком, так, к примеру, и с продукт-оунером, если у вас есть такая возможность, и уточнить те требования, которые должны быть реализованы в системе. Это то, что касается основных полей, которые могут вам попасться и которые мы должны тестировать. Я думаю, что основной паттерн того, что вы должны делать, у вас улегся в голове. Также я хотел бы еще обратить внимание на некоторые элементы, которые могут также вам попасться на страницах, чтобы вы просто не пугались и знали, как они называются. Думаю, что всем вам знакомы вот такие вот элементы. Они называются Switch Toggle, когда мы можем изменить какое-то положение вот этого тумблера. Это даже очень распространено в каких-то мобильных приложениях. То есть вот такой элемент есть. Также очень часто есть такие элементы, которые называются breadcrumbs. То есть это хлебные крошки. Запоминайте это название, так как часто могут на тех же собеседованиях спрашивать, что это такое хлебные крошки. Название интересное. Почему они так называются? Потому что, как вы видите, это путь к тому или иному файлу, либо же папке. Если мы с вами вспомним Windows, то когда вы открываете проводник, то сверху также появляется вот такой вот путь, то есть ваш какой-то корневой,
к примеру, диск, и различные папки, которые ведут к вашему файлу. Почему называется хлебные крошки? Потому что мы, как по хлебным крошкам, можем переходить к более высокоуровневым элементам, папкам, дискам и прочему. Также это есть и на различных сайтах, приложениях. Также есть поисковая строка, есть поисковые строки, в которых, когда вы что-то вводите, появляются соответствующие этому запросу данные. Как это можно тестировать? Сразу вам скажу, что, к примеру, у вас есть такое требование, что поиск такой начинает работать и выдавать вам в таком вот дропдауне элементы после ввода, к примеру, 3 символов. То есть вы это обязательно проверяете. Вводите 3 символа, да, действительно работаете, вводите 2 символа, вводите 4 символа. Как это вот все работает. Также непосредственно просто кнопки, баттоны, которые могут быть на странице. Такой элемент, как слайдер. Вам тоже он знаком. Если, к примеру, вы открываете какую-то страницу, у вас появляется какая-то картинка, и внизу под ней еще несколько точек, по нажатию которых происходит изменение этой картинки на другую. Это называется слайдер. То есть вот эти картинки, они автоматически меняются, либо вы можете с помощью вот такого паджинатора внизу изменить порядковый номер картинки, который вы хотите смотреть. Это слайдер. И вот, как я уже сказал, паджинатор, чтобы вас тоже не пугало это название, это такой элемент, в который содержится информация о тех страницах, которые у вас есть в вашем веб-приложении. То есть тоже нажимая на определенный номер страницы, вы переходите на нее. Это паджинатор. Также еще есть вот такие всякие лоудинги. То есть и вам знакомы такие, как еще называют их, ромашки, цветы. Когда вы загружаете страницу, появляется такой элемент, который прокручивается. Еще внутри может быть количество процентов. Вот это вот лоудеры. Лоудеры, лоудинги, их по-разному называют. Вот тоже запоминайте такой элемент. Ну, это, наверное, вот все такие элементы, которые могут вам попасться на первых порах. Опять же, если вы видите что-то непонятное для вас, к примеру, есть еще такие кнопки для сортировки, когда там стрелки вверх-вниз. Я, например, не знал, как это называется, когда первый раз столкнулся, но необходимо было написать баг-репорт. И я начал просто гуглить, искать, как называется эта кнопка. Я нашел и смог ее ввести в баг-репорт без каких-то проблем. То есть не пугайтесь, обязательно обращайтесь к интернету. Как я уже говорил в прошлом видео, навык гугления, навык поиска информации в интернете очень важен для тестировщика. Есть такой хороший ресурс testbase.ru. Здесь есть информация не только о тестировании веб-приложений, а вообще о тех навыках, которые будут полезны начинающему тестировщику. То есть здесь при нажатии, к примеру, на «Знать SQL» у вас откроется информация о том, что должен знать начинающий тестировщик, какие-то полезные статьи и другие материалы, в том числе курсы по SQL, различные сайты, локальные веб-серверы, то есть все это можно здесь смотреть по каждому блоку, о котором я либо рассказывал уже вам в рамках нашего курса, либо же буду рассказывать в дальнейшем. Это очень полезный сайт. Почему он интересный именно в рамках тестирования веб-форм? Потому что здесь есть тестирование веб-приложений, и вот такая вкладка, как полный чек-лист тестирования веб-приложений. Открывая ее, вы можете посмотреть, как тестировать удобство использования на сайте, какие есть сценарии этого тестирования, функциональное тестирование, сценарии для него, совместимость. То есть все здесь можно это прочитать. Здесь прописаны основные проверки, которые необходимо осуществлять при тестировании веб-приложений, веб-сайтов. В том числе те проверки, про которые я вам сегодня рассказал. И про те проверки, о которых я рассказывал в рамках наших предыдущих занятий. Открываем, изучаем. Ссылку на данный ресурс я вам оставлю в описании. Здесь есть также различные тренажеры. Для вас мы их тоже открываем, все проходим, если вы хотите немножко себя прокачать именно в практической части. Думаю, проблем у вас не должно возникнуть, то есть сайт очень грамотно сделан, поэтому переходим, не стесняемся, работаем. Это первый ресурс, про который я вам хотел рассказать. И второй ресурс – это Testing Challenge. Что касается Testing Challenge, то есть, как вы уже поняли из названия, мы здесь проходим некий конкурс по тестированию. И нас здесь будет, конечно же, интересовать челлендж номер 1, который посвящен веб-тестированию. У вас здесь есть вот такая вот форма, которая содержит в себе данные
о стране, о имейле, first name, last name. И мы проводим все проверки, которые мы можем сделать. Здесь прописано, как мы их проводим, что мы должны тестировать, что мы не должны тестировать, какая-то минимальная спецификация, какие-то валидационные сообщения, то есть чисто для себя в соревновательном режиме. Здесь, видите, максимально мы можем найти 18 багов, то есть мы их находим. И здесь есть еще другие различные интересные штуки, то есть тоже можем пройти эти челленджи, если вы что-то будете знать, то для себя, для своего развития, для практики. Вот это все можно здесь прокликать, просмотреть. И что самое интересное, здесь есть Hall of Fame, это информация о тех людях, которые набрали максимальное количество баллов за те или иные челленджи. Тоже прикольный такой соревновательный эффект подключается, игра. Я также оставлю ссылку в описании и на это. То есть переходим, изучаем. Надеюсь, что данные ссылки будут вам полезны. Они все будут в описании к этому видео. Также хотелось бы отметить, что в сети существует огромное количество чек-листов, посвященных именно тестированию веб-формы. Их можно найти, скачать, сохранить для себя и использовать для своей практики. На будущее я вам скажу, что такие чек-листы есть и для тестирования мобильных приложений, и для тестирования десктопных приложений, и для какого-то другого тестирования, там, не знаю, для тестирования безопасности, для тестирования производительности. Они сделаны для того, чтобы упростить вам работу, чтобы вы ничего не забыли. Опять же, эти чек-листы не являются единственным source of truth, то есть вы их изучаете, запоминаете, сохраняете и можете вносить какие-то свои изменения в эти чек-листы и использовать их в дальнейшем для своей практики, для своей работы, чтобы не забывать те или иные проверки, которые вы должны проводить для веб-форм. Надеюсь, что данное видео было вам полезным, вы узнали что-то новое для себя, научитесь в дальнейшем тестировать эти веб-формы и на собеседованиях не растеряйтесь, когда вам, к примеру, предложат протестировать форму с паролем и его подтверждением. Как это нужно делать, какие проверки вы будете проводить, так как это часто действительно спрашивают на реальных собеседованиях, на реальных интервью. Как всегда, прошу вас поддержать это видео своим лайком, написать свой комментарий, так как комментарии продвигают это видео в поиске, и еще больше людей узнают о моем канале, учатся и в дальнейшем могут претендовать на позицию тестировщика в какой-либо IT-компании, развиться и занять свое место в IT-сфере. А на этом у меня все. Как обычно, милости прошу к нашему шалашу. Пока!